Всем панкейк. Тайное государство секретно распыляет химикаты с пассажирских самолетов? В национальных парках США бесследно пропадают люди? Спутника Земли на самом деле не существует? Это всего лишь конспирологические теории. О них и о множестве других заговоров мы расскажем вам в этом видео. А в конце ролика вы узнаете самые свежие подробности об НЛО. Приятного просмотра! Химтрейлы. С самолетов тайно распыляют ядовитые химикаты, болезни, тяжелые металлы и даже рак. Именно так считают некоторые люди. Это такая военная программа по выполнению плана мирового правительства о сокращении численности населения, угнетения иммунитета граждан. Кто-то даже считает, что так верхушка пытается управлять сознанием людей. Не каждый след от самолета конспирологи называют химтрейлом. Ядовитые полосы, по их наблюдениям, держатся в небе до нескольких часов и могут образовывать воздушные сетки. После появления химтрейлов на территории якобы ухудшается погода, гибнут животные и растения. Но почему люди в это верят и какие у них есть доказательства? Известность в Америке и России химтрейлы приобрели к 2007 году, когда местное телевидение штата Луизиана сообщило, что небо покрыто сеткой конденсационных следов от самолета, причем в атмосфере замечена концентрация солей бария в 3 раза выше предела нормы. Телеканал сделал вывод, что виноваты в том химтрейлы. Позднее оказалось, что это ошибка и неправильный подсчет. Но в сознании людей укрепился факт, что население травят с самолетов. Пользователи сети до сих пор регулярно обмениваются фотографиями ядовитых полос в небе и строят невероятные теории. И если вы сторонник этого заговора, изучите следующие факты. Первое. То, как долго сохраняется конденсационный след и возникает ли он вообще, зависит от влажности и температуры воздуха. Чем выше летит самолет, тем ниже температура за бортом. Соответственно, пара, выходящего из двигателя, будет больше, а замерзать он из-за влажности будет медленнее, надолго оставляя длинный хвост в небе. Второе. Сетка в воздухе образуется только из-за того, что конденсационные следы долго остаются в небе, и в это время их пересекают пути других лайнеров. Кроме того, в 2016 году научный институт Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвайне провели исследование, в котором поучаствовали 77 ученых, изучающих атмосферу и геохимию. Они не нашли ни одного доказательства того, что химтрейлы существуют или могут существовать. Верить в эту теорию или нет – ваше право. Мы лишь привели несколько неопровержимых научных фактов. Гигантские деревья. Как образовались горы? Наука говорит, что они появились на месте соприкосновения тектонических плит, где сама земная твердь буквально начала выпирать вверх под колоссальным давлением. Но есть и альтернативное мнение. Дело в том, что по всему миру то и дело встречаются горы странной формы. Они больше похожи на гигантские пни. Посмотрите сами. Так вот, некоторые исследователи твердо убеждены, что в древности существовали исполинские деревья. Их габариты превышали размеры секвой в десятки раз, достигали высоты в несколько километров. Но потом что-то случилось. Древние леса были намеренно уничтожены чем-то или кем-то. Есть версия, что исполинские деревья вырубили представители прежней высокоразвитой цивилизации или же пришельцы, добывающие на нашей планете нужные им ресурсы. Все это, конечно, кажется занимательным и будоражащим воображение, но сомнений здесь также хоть отбавляй. Фантомное время. Откуда мы знаем, что сейчас идет 2023 год? Из календарей, телевидения, от школьных педагогов. Но заслуживают ли эти источники абсолютного доверия?
ведь человеку свойственно ошибаться. В 80-е и 90-е годы прошлого века немецкие ученые Герберт Илик и Ганс Нимец задумались, а не есть ли привычная нам школьная история не более чем грандиозная фальсификация? А позже и вовсе сделали вывод, что в официальную хронологию человечества искусственно добавили 297 лет с 614 по 911 годы. По мнению Илига, дописывание истории стало результатом заговора между императором Священной Римской империи Отто II и папой римским Сильвестром II. Именно они подделали документы, свидетельствующие о том, что происходило в эти 3 столетия. Конспирологи предполагают заговор, якобы придуманный церковью, чтобы узаконить никому не угодные доктрины и указы. В качестве доказательств Нимец и Илик указывают на архитектурные несоответствия. В Константинополе, например, долгое время ничего не строилось. А также говорят о теологической доктрине. В католической церкви не было доктриальной эволюции между 600 и 1100 годами. Конечно, это лишь вымысел, ведь существует множество опровергающих эту теорию фактов. Древнее государство Тартария. Кстати, о фальсификациях истории. Некоторые люди убеждены, что до 15 века существовало Великое государство Тартария, и располагалось оно на территории современной Сибири и немного за ее пределами. Все началось с того, что некто Гутри Уильям в середине 18 века выпустил книгу, в которой словесно описал государство Тартария и ее части, а также краткую историю этой страны. По его словам, большую часть Великой Тартарии завоевали русские, московиты, в конце 15 века. В 16 веке на нее напали маньчжуры. В общем, большую страну потихоньку поделили с разных сторон, и к середине 18 века от громадного государства остались лишь воспоминания. И 3 части – Великая, Независимая и Китайская Тартарии. В качестве основных аргументов этой теории ее сторонники всегда приводят древние карты, на которых упоминается данное государство. Затем сравнивают описание тартар с русичами, делая вывод, что это один и тот же народ. В некоторых случаях переводят современные слова на древний праязык, обнаруживая в них дополнительные смыслы. Правда это или вымысел, нам остается лишь гадать. СПИД не существует. С момента открытия вируса иммунодефицита человека из-за него умерли миллионы людей. Ученые не сомневаются, ВИЧ вызывает СПИД, а СПИД ведет к смерти. Но многие не уверены в обоих постулатах. Теории антиспидовцев многообразны. Некоторые из них утверждают, что ВИЧ не существует. Другие, что иммунная система вполне способна бороться с вирусом самостоятельно. Третьи и вовсе полагают, что к СПИДу приводят антиретровирусные препараты, которые врачи выписывают носителям ВИЧ. И разумеется, все конспирологи сходятся на том, что этот вирус специально выведен в лаборатории для того, чтобы натравливать его на те или иные группы людей. Эта теория заговора опасна, ведь люди, убежденные в своей правоте, перестают лечиться и все же умирают. Например, в конце прошлого века отрицатели из США затеяли издавать свой журнал «Continuum», в котором изложили собственную точку зрения на вирус. Однако вскоре издание перестало выходить, уже в феврале 2001 года, по весьма уважительной причине. Все его редакторы и авторы скончались от болезней, связанных со СПИДом. Исчезновение в национальных парках. Американский конспиролог и бывший офицер полиции Дэвид Полайтс многие годы изучает исчезновение своих соотечественников. Кропотливо собирая информацию и не доверяя официальной статистике, он определил, что в 1980 году бесследно пропали 150 тысяч граждан Соединенных Штатов, а в 2015 году
уже порядка 900 тысяч. Он пришел к выводу, что число исчезновений постоянно растет, а пропадают люди, как правило, в национальных парках, но никто не находит даже кости. Приведем несколько примеров. В 1938 году 4-летний Альфред Белхардс прогуливался вместе с родителями, братьями и сестрами вдоль реки в национальном парке Роки-Маунтин. В определенный момент мальчик ненадолго отстал от группы. Его отец обернулся, чтобы попросить сына идти быстрее, но ребенка уже и след простыл. Не было ни крика, ни всплеска. Поиски продолжались несколько недель, но так и не дали результатов. В июле 1991 года группа бойскаутов совершала восхождение на калифорнийскую гору Сан-Горгонио. 12-летний Джаред Нигрет, страдавший от избыточного веса, постоянно отставал от товарищей и в лучшем случае плелся в хвосте, а в худшем вовсе исчезал из виду. Когда школьника не стало видно достаточно долго, взрослые забеспокоились и начали звать подростка. Затем вся группа принялась искать Джареда, но безрезультатно. Нигрет словно испарился на месте. Его тело не обнаружено по сей день. Почему люди исчезают? На этот вопрос пытаются ответить многие специалисты в области паранормальных явлений. Многие придерживаются мнения, что к таинственным пропажам имеют отношение инопланетяне или другие сущности. Так здесь часто видят странных людей со зловещим взглядом, разговаривающих на непонятном языке. Конспиролог Дэвид Поллейтс неоднократно связывался с администрациями отечественных национальных парков и просил чиновников прокомментировать ситуацию. Ему же всякий раз в ответ сообщали, что за посетителей ответственности здесь никто не несет. Встречаться с исследователем лично согласилось лишь одно должностное лицо, однако за предоставление информации бюрократ потребовал $1,5 миллиона, и бывшему полицейскому пришлось отказаться от подобной сделки. Какая информация может стоить так дорого? Про высадку на Луну. Знаменитый режиссер Стэнли Кубрик всегда отличался вниманием к деталям. Ни одна мелочь в его фильмах не была случайной. Некоторые конспирологи утверждают, американцы никогда не были на Луне, а все якобы документальные съемки прилунения Аполлона на самом деле сделаны именно Кубриком. По своей дотошности он был идеальным кандидатом для этого. К тому же в предполагаемое время полета к Луне он снимал фильм «2001. Космическая Одиссея», который довольно схож по тематике. По мнению конспирологов, доказательства подделки оставил сам Кубрик в своем фильме «Сияние». Судите сами. В «Сиянии» несколько раз встречается образ ракеты. Мальчик Дэнни носит джемпер с изображением Аполлона-11. Что, этого недостаточно? Тогда вот, пожалуйста, номер комнаты, которая в книге обозначена как 217. В фильме изменен на 237. А ведь до Луны 237 тысяч миль. Луны не существует? Мнение о том, что полет американцев на Луну – выдумка, вообще распространено на удивление широко. Базз Олдрин, астронавт, который когда-то высаживался на спутник Земли, однажды даже был вынужден доказывать свою правоту ударом в лицо конспирологу, назвавшему его лжецом. Но если в существовании полета на Луну сомневаются многие, то в существовании самой Луны, казалось бы, сомневаться не приходится. Но, оказывается, нет. Существует целая куча теорий, утверждающих, что Луна не то, чем кажется. Одни конспирологи утверждают, что на самом деле спутник Земли – полый космический объект, внутри которого располагается база пришельцев. Другие, что его вовсе не существует. По их мнению, Луна – это огромный воздушный шар с нанесенной на него картинкой. Довольно странная теория, не думаете? Люди на Марсе.
В 2014 году одна женщина, представившаяся просто Джеки, позвонила на радиошоу американской радиостанции Coast to Coast AM и заявила, что в 1979 году на Марсе побывали люди, и, что более интересно, она была свидетелем этого события. Джеки сказала, что в то время она работала в НАСА, и ее основной задачей было получение телеметрии с космических аппаратов. И тогда, выполняя свои обязанности, она увидела через канал прямой трансляции, как по Марсу идут два человека. Женщина уверяла, что оба они были одеты в скафандры, но не совсем в такие тучные, как ожидается увидеть у обычного астронавта. Со слов Джеки, люди шли по линии горизонта в направлении марсохода «Викинг». Женщина поклялась, что свидетелями этого события вместе с ней стали еще 6 других сотрудников. И когда эти люди попытались быстрее сообщить всем остальным об увиденном и выйти из комнаты, то обнаружили, что входная дверь заперта, а на окошко двери завешена бумага, чтобы никто другой не смог в нее заглянуть или войти. Кто ходил по Марсу? Инопланетяне? Путешественники во времени? Планета Серпо. Согласно следующей теории заговора, администрация американского президента Кеннеди в 1965 году отправила астронавтов на далекую планету под названием Серпо. Амбициозный проект начался после того, как американское правительство предположительно спасло жизнь инопланетянину, космический корабль которого потерпел крушение в Розуэле. В свою очередь, благодарный пришелец предложил людям программу обмена, и 2 космических корабля с дюжиной специально обученных астронавтов отправились в далекий космос. Через 37 световых лет земляне наконец добрались до Серпо и провели там больше 10 лет, изучая планету и ее жителей. Все это время они находились в городе Эбен, где проживало не менее 600 тысяч мирных гуманоидов в сообществе без правительства. Через 13 лет часть команды наконец вернулась на Землю в количестве 4 человек. Еще 2 умерли на Серпо, а остальные приняли решение остаться. К сожалению, на сегодняшний день все члены межпланетарного проекта, предположительно, погибли от высокого уровня излучения, вызванного 2 солнцами Серпо. Перуанские мумии. Кстати, об инопланетянах. Думаем, теория о том, что на других планетах существует жизнь, никого не удивить. Вы можете верить в это или же придерживаться лишь научных доказательств. Но что, если мы расскажем вам о последней шокирующей находке в этой области? 12 сентября в мексиканском парламенте прошли слушания с докладом и демонстрацией уфолога-журналиста Хайме Маусан. Мужчина показал мумии странных гуманоидных существ. Он сообщил, что всего найдено 14 таких тел где-то в Перу в слоях окаменелых водорослей. А ДНК-анализ показал их внеземное происхождение. Тело просветили рентгеном. На груди видна вставка из непрозрачного материала, вероятно, из металла. А в брюшной области пятна, похожие на яйца. Вполне возможно, что нам показывают какие-то муляжи, а весь этот спектакль имеет далеко идущие последствия и сценарий. Но не все так просто. Оказывается, про эти находки знают не менее 6 лет. Специалисты со всего мира участвовали в исследованиях так называемых перуанских мумий, каких-то гуманоидов. Утверждается, что это подлинные останки неизвестных живых существ. Верите ли вы в существование инопланетян? Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Всем пока!